Как понять, когда обращаться к врачам, а когда нет? С одной стороны, они с того света вытаскивают, а с другой, с фармацевтикой происходит полная дичь. Как понять, когда обращаться к врачам, когда нет? Ну, тут весь мой предыдущий ответ, я думаю, что он применим. Давай так, я коротко попробую переформулировать. Значит, вот смотрите. Во-первых, надо понимать, что есть два способа попасть в неприятную ситуацию с телом. 99% случаев это психосоматика. Вот чего бы у человека не болело, где в 99% случаев, с моей точки зрения, это мозги, это нервы, это психоз какой-нибудь там, это психосоматика. А 1% это что-то вот, ну реально что-то в теле, там, я не знаю, врожденное, или что-то произошло, там, или, не знаю, какой-нибудь укол, не дай бог, там, плохое, или что-то в этом роде. Вот, поэтому, ну, понятно, что если у тебя в зубе дырка, то надо идти к врачу. Ты ничего с этим не сделаешь. Но это, кажется, очевидные вещи. Дальше мы касаемся неочевидных вещей. Моя первая гипотеза всегда, что это психосоматика. Но стоит ли полагаться только на гипотезы, если у вас что-то серьезное? Нет, не стоит. Вот с моей точки зрения, если вас действительно что-то беспокоит, то врачей, конечно, надо обязательно выслушать. Причем я бы рекомендовал вам выслушать 3 врачей и еще почитать много чего в интернете на разных форумах с вашими симптомами. Вы услышите 3 мнения, вы их сложите, получите одно. Ну, как бы вы поймете, кто из них какую логику, да? Ну, только надо уметь говорить, да? То есть на основании чего человек пришел к выводу, что с вами именно это. Как он видит причину этого явления, как он видит последствия этого явления, да? Вот, то есть вы получаете какой-то официальный диагноз, дальше вы смотрите, что с этим диагнозом вообще делают люди. И вы там услышите очень много чего, потому что какие-нибудь бабки заваривают отвары из петрушки, какие-нибудь деды там лечат наложением ладоней, и народ еще пользуется какими-то народными методами. Остеопаты там делают что-то свое, ну и так далее. То есть общее представление о том, что с вами происходит, если с вами вы чувствуете, что что-то серьезное, безусловно, надо складывать, и частью этого представления должна быть официальная медицина и несколько мнений из нее. Ну а дальше вы уже отталкиваетесь от этого. Если вы приходите к тому, что это все-таки психосоматика, а еще раз, это 99%, то дальше все упирается в стадию. То есть, например, тот же рак, да, страшная болезнь, с моей точки зрения, психосоматическая. Ну, если у человека, не дай бог, там это уже доведено до крайности, ну, так это один разговор. Тут уже как бы не до медитации. А другое дело, там, ему кто-то говорит, что у вас есть какая-то предрасположенность или что-то в этом роде. Ну, это значит, что, с моей точки зрения, самое время заняться собой. Своим состоянием, своими мозгами, своей головой. Вот, то есть мы начинаем с того, что мы собираем все мнения, и первое, на что мы отвечаем, как бы это каковы причины, каковы последствия, что произошло, и психосоматика ли это. Это дает нам первое представление. Дальше мы смотрим уже на стадию и понимаем, что мы можем как бы позволить себе работать, ну, наиболее экологичными методами. Или уже требуется все-таки какая-то там, я не знаю, хирургия, химия и все такое. Безусловно, это тоже вопрос вашей оценки. Ну и дальше уже, если как бы вы понимаете, что у вас есть время, возможности, шансы и все такое, то дальше чего у нас? 4 основных метода. Это голод, холод, дыхание и осознанность. Голод, холод, дыхание и осознанность. Этими 4, с моей точки зрения, можно вылечить. Но если не вообще все, то почти все. Почти все. И основное, конечно, это голова. Да? То есть тело мы в этом смысле просто чистим, а вот голову надо прорабатывать. Тело чистим, голову прорабатываем. Тело чистим, голову прорабатываем. При этом я совершенно не за какие-то диеты там и так далее. Да? То есть вот я в этом хочу
Я в этом хочу сразу как бы отмежеваться. То есть я совершенно не за образ жизни, когда вы постоянно следуете каким-то правилам. Потому что кайфовать от того, что ты себя тут ты ориентируешься, там, не знаю, на Сатурн, тут на диету, тут еще на что-то, я в этом не вижу большого смысла. Я вижу смысл делать регулярные процедуры для того, чтобы накапливать, наращивать свою силу и дальше наслаждаться жизнью во всем ее многообразии. Дальше, если уже вы хотите что-то съесть, то вы едите, не хотите, не едите. То есть от желания. От желания, не более того. Не из наслаждения ограничением себя. Ну вот так, наверное, я бы ответил на этот вопрос. Но еще раз, вот прямо в экран, да, я не врач, друзья мои. Хотя первое, что я вам сказал, что мы формируем картину своего понимания с помощью официальной медицины, нескольких ее мнений, да, вот за скобками, я не врач. Не надо полагаться на мои, на мое мнение в плане вот того, что происходит с вашим телом. Мы все можем чего-то в этом смысле недопонимать. Даже если у нас есть медицинское образование, и мы докторы.